Думаю, это должен увидеть каждый рихтовщик. Тут мало кто может себе представить, что вообще возможно восстановить такой недуг. А починить здесь надо абсолютно все, кроме крышки багажника. По просьбе автовладельца заменим ее. Задняя панель достаточно сильно ушла вовнутрь. Нижняя часть пола сложилась в гармошку. Вижу, здесь отконтачилась. Видимо, тряханула ее хорошенько. Судя по этой вмятине, зад смещен слева направо. Итак, разберем все ненужные элементы и потом вам более тщательно все покажу. Поставили оригинальную крышку багажника. Наглядно видно, что заднее крыло затянуло вниз и вовнутрь багажного отсека. Тазик с полом смещен практически до самого заднего моста, а также внешняя задняя панель настолько внушительно сидит, даже вырвала здесь контактную сварку. Аналогично это крыло стянуло, как и на противоположной стороне. И теперь обратите внимание, какое огромное пространство между крышкой и самой задней панелью. И зазор заднего крыла поджат по отношению к задней двери. Друзья, рекомендую к просмотру вам новый канал опытного мастера по кузовному ремонту. Георгий давно живет в Америке и ведет русскоязычный канал. Переходите по ссылке и подписывайтесь. Ссылка в описании. Думаю, вам будет интересен этот канал. Авто установил на стенд, и сверху видно, насколько вмятина сидит по отношению стенда. Далее плавно переходим в отсек багажа и видим немерено складок и заломов буквально по всему отсеку пола и по всей окружности самого тазика. Имеется также залом на самом пистолете лонжерона, и получается с задней стороны самого фартука основной усилитель в виде короба, который сложился и растянулся от мощного удара. Нужно будет еще вернуть былую форму. Далее около суток авто простояло, так как работы нужно было тщательно распланировать, прежде что-то там начать. Очень важен этот момент, чтобы не испортить то, что хотел починить изначально. Итак, все в процессе. Правильно распределил инструменты с внутренней стороны. Теперь не так все страшно, как выглядело изначально. Ну, на первый взгляд. Еще работы, конечно, там предстоит немерено. Сверху отстегнулся и дотягиваю нижнюю часть. Если бы я изначально тянул бы по отдельности, то можно было бы испортить всю работу, которую планировал изначально. Очень важно распределить последовательность, дабы не испортить всю работу. После перекинулся на самую жесткую вмятину в этом месте. Тяну очень медленно, чтобы внимательно смотреть, чтобы не отконтачилось. Или чтобы успеть сбросить, чтобы не порвалось. Форму внешне придал. Тазик немного сдвинулся, но его нужно сдвинуть как положено. Теперь надо подумать над конструкцией, которая будет это все передвигать. Поставил инструмент с внутренней стороны, который сделал собственными руками. И тащим все это дело. Таз двигается потихонечку. Через камеру, конечно, это так не видно, но она сдвинулась неплохо. Далее уже чисто нижнюю часть таза натянул, словно как барабан, обстучал под натяжкой и покажу вам предварительную форму. Грубая форма задана, таз
вышел на свое штатное место. И вот за счет вот такого приспособления под натяжкой, именно то место, где оторвалось, и за счет четырехтоника выровнял. По низу, по вытяжкам завершилась работа, и теперь можно смело переходить выше. Задача стоит выставить верхние размеры по отношению багажного отсека. Ну, пока предварительно вытаскиваю весь периметр от бортовки. Это туда, куда уплотнительная резинка одевается. И таким макаром также тяну вверх, так как от удара все стягивается вниз. Форму предварительно задал. И перехожу ближе к отсеку стопа. Также вверх дотягиваем и завершаем этот этап. Переходим на следующий. Теперь задача стоит вытащить полумесяц на данном участке. И вот таким методом задаю ей форму. Как вы помните, здесь была очень сильная растяжка. И вот от нее ни следа. Внизу осталась еще мятина. Будем думать далее, как это сделать. После обнаружил, что фартук чуть выпуклый внизу. Вот таким образом закрепил, застопорил и четырехтонником затолкал в центр задней панели и вернул ее в штатное место. Далее будем думать, как потащить все это вниз. И вот за счет цилиндра затащил вниз и вытащил полноценный полумесяц. И за счет стенда дотянул и обратным молотком помог за счет тяговых колечек. Время пришло ремонта заднего пистолета лонжерона. Натяжка очень предельно сильная. В общем, под натяжкой за счет вот такой конструкции и цилиндра 10-тонника потащил все это вниз и устранил грубую мятину на данном участке. Далее установил 10-тонник. В общем, стенд тянет назад, а это в бок помогает. И вот за счет такого приспособления устранил мятину без покраски. Все получилось четко, аккуратно. Далее переустановил силовую установку. Как вы помните, зад был смещен, вроде лонжерон выстоял, но рулетка показывает недочет. Итак, дотягиваем. На глазах видно, квадрат уходит на свое штатное место. Это туда, куда одевается воздухозаборник. Обстучу и после его позже одену на свое родное место. После того, как выставил геометрию кузова по рулетке, а именно багажный отсек, произвожу дотяжки там, где это необходимо. Приварил пластинку, вытягиваю, форма задается неплохо. Далее перекинулся, дотягиваю, на глазах прям все преображается. После перекинулся на противоположную сторону, приварился также пластинкой, вытянул, после срежу, зачищу и перейду на следующий этап. После всех работ по низу установил гидравлики вот таким способом, пытаясь раздавить крылья между собой.
чтобы вытащить нужный размер между крыльями. Продольно зазоры выставлены с обоих сторон от скелета багажного отсека. По внутреннему коробу работы еще тут очень много. Позже вернусь к этому месту. И далее, убирая это все, распутывая угол крыла над стопом, подготовил под сварку. Здесь обварил пластинками по всему периметру всю панель, для того, чтобы придать окончательную форму задней панели. И за счет обратного молотка все это выбиваю. Срезал пластинки, зачистил, установил силовую установку, подвесил цилиндр. С помощью вот такого приспособления вытягиваю это все вверх. Но прежде чем это сделать, конечно же, зафиксировал пистолет лонжерона с помощью струбцины, а струбцину закрепил об раму стапеля. Далее перекинулся на противоположную сторону, таким же макаром подтянул вверх, как можно больше раскрывая зазоры, скинул, спустил крышку багажника. Зазоры вроде бы есть, но они неполноценные. На видео кажется, что зазор уже вышел, но это еще не так. Здесь еще работы предстоит. Поработать над этими зазорами. Далее вернусь к верхним зазорам, принимая решение, внешне скрывая заднюю панель, чтобы был доступ к этому коробу. Растяжка очень сильная. Здесь еще много работы предстоит. И первые шаги за счет цепи и силовой установки подтянул, и четырехтонником и угольником толкая под 45 градусов вверх, чтобы приподнять сам этот короб. Под натяжкой обстучал, переустановил четырехтонник и толкаю, пытаясь вытащить нижнее ребро жесткости внутреннего усилителя задней панели. Цепочкой продолжаю удерживать заднюю панель под натяжкой. На башне установил специальный инструмент, чтобы оттолкнуться под таким резким углом вниз. За счет угольника придал ребро жесткости коробу и также использовал угольник в качестве упора, чтобы гидрокаркушей выдавить вмятину на верхней части стороны короба. Под натяжкой обстучал это все. Теперь вижу, что вверх просится таз, но прежде чем сделать это, закрепил струбцины за стапель, даванул вверх и каркушей подправил верхнюю часть короба. Зазоры вроде раскрылись запасом. Далее перехожу на следующий этап. Скинул силовую установку, дал упор, поджал, позже точки заварим. А здесь гидрокаркушей время от времени перемешал по всему периметру короба. И периодически использовал вот эти все инструменты, которые вы видите на полу. Теперь спускаю камеру в багажный отсек и показываю в упор проделанную работу мной. О качестве судить уже вам. Внизу уже гидрокаркушу осталось сбросить и снаружи тупым зубилом ребро жесткости короба обстучать. После того, как проделал всю работу, скинул и, обратить внимание, приварил по всему периметру
пластинку, она прослужит в качестве фундамента, прежде чем я приварю то, что отрезал изначально. Внизу после сварочных работ с полоской зачистил, перешел выше, споттером поработал интенсивно над всей поверхностью, которую вы видите сейчас. Результат вы видите сами. Все очень аккуратно, с минимальными потерями, и очень мало намажет шпаклевку туда. В этом ракурсе видно полноценный полумесяц. Внизу все гладко, аккуратно, словно и не вырезали этот кусок. А над этой задачей работали вот эти все инструменты, которые вы видите сейчас. Поработал над верхней частью крыла. Как видите, от рвачек ни следа. Наверху еще предстоит поработать. Позже потом вернусь туда. Задача теперь стоит вывернуть отсек стопа. Приспособил вот такой вот инструмент. Обратным молотком будем выбивать. Видимо, отсек стопа стянуло от мощного удара сюда. Снутри вот таким способом зажал. Но прежде чем поработать обратным молотком, дал упор по всей ребру жесткости, так как обратным молотком, когда буду работать, чтобы верхнюю часть крыла не стянуло в сторону багажного отсека. Вкрутил задний стоп. Согласовка стопа есть, а вот зазора нет. Видимо, все же после сварочных работ затянуло именно это крыло. Не знаю почему, но так получилось. Так как крыло красится пятном, было решено привариться пластинкой. Таким способом раскрыть зазор с запасом на сброс. Итак, вытащил мне нужный результат. Далее отрезаю, зачищаю, по мелочи отрихтовал и вытащил мне нужный результат. Закрутил отбойник, вставил склет. Это туда, куда застегивается бампер. Но прежде чем его одеть, покажу вам результат работы с внешней стороны. Здесь даже никто не скажет, что здесь был очень сильный удар. Будь она на подъемнике или над ямой. Все здесь аккуратно, прилично выглядит. Краска практически не испортилась. Далее уже там, где надо, автомаляр обработает, брызнет, и после соберется вся машина. Теперь зазоры покажу вам параллельно. Стопа смотрит на друг друга. Здесь без покраски до малярки авто поедет. Зазор раскрытый. Также здесь параллельно и согласовано. И здесь зазор на месте. В багажном отсеке были еще доработки. Там, где оторвало от удара, приварил, зачистил. Как можно было это сделать аккуратно, по максимальной. Сделал, сами видите, сверху все прилично выглядит.
менее испортил краску. Словно сделано все без покраски. Крышка закрывается без нагрузки. И на этой ноте всем на дорогах пожелаю ни гвоздя вам, ни жезла, всем мира и добра.